Рада приветствовать вас в своем саду. Я Светлана, и сегодня я вам расскажу про свои хвойные, как они вышли из зимы, как пережили возвратные весенние заморозки, что с ними произошло, какие молодые приросты у них и маленький сюрприз от колючей голубой елочки Хупси. Он и меня порадовал, надеюсь, и вас порадует. Все видео, которые я буду упоминать, я прикреплю ссылки в конце видео. И вы сможете не искать на канале, а просто прокрутить вниз и посмотреть описание. Все вопросы и комментарии задавайте, пишите, я обязательно отвечу. Приятного просмотра! Наконец-то у нас потеплело, и можно делать окончательную ревизию по хвойным растениям. То, что нам показали наши хвойные в апреле, абсолютно не результат, как показало. Возвратные заморозки внесли свои коррективы. Все мои хвойные обработаны в начале мая фунгицидами от болезней и обязательно от вредителей, и особенно клещей. Расскажу вам, как в прошлом году я попала. Весь сад лечила от паутиного клеща. Это не деформис. Ель обыкновенная, подушкообразная. Очень красивая, когда молодые приросты такими лапками спускаются. Перезимовал на отлично. Мы отряхивали из середины снег, поэтому он совершенно не развалился. Это редкая гнездовидная форма у ели, которая склонна к разваливанию. Но вот возвратные заморозки его немного огорчили. Некоторые молодые приросты совсем чуть-чуть пострадали. Мы их пока не трогаем, и когда совсем пожелтеют и засохнут, просто уберем секатором. Можно ему поставить 4 с плюсом по выходу из стрессовых условий погодных. Ель европейская, карпатская смерека. Это символ Карпат и Украины. Вечно зеленое хвойное дерево, как ни странно, из семейства сосновых. Красивая раздвоенная хвоя растет до 600 лет, представляете? К сожалению, тоже молодые приросты пострадали. Но те, что выдержали морозы, чувствуют себя на отлично. Поставить ей можно 4 за выход из зимы. Кипарисовик Алюми Голд абсолютно легко перенес все возвратные заморозки. Совершенно не пострадал. Красивые, как перья павлина, молодые приросты невероятно украшают мой сад. Маленькие хвойные в формировке и стрижке не нуждаются. Начала стричь только крупные экземпляры, больше 2 метров. Смарагды, пирамидалисы, немножко другие кипарисовики. Для малышей парикмахерские услуги пока отложила. После выхода из проблемных погодных условий все хвойные с интервалом в неделю прошла по кроне хелат железо плюс циркон. Те, которые по цвету хвои мне не очень показались зелеными, им повторила процедуру несколько раз. Туя восточная, пирамидалис аурео. Очень красиво весной, как я вам рассказывала, узкоколоновидная. Форма достигает высоты 6 метров. Не пострадала. Удобрения в этом году под корень хвойным я не рассыпала, а как и весь сад прошла по кроне плантафолом 20-20-20. Если вы будете это делать, учтите, что хвойный азот не любят в избытке, в отличие от лиственных, поэтому дозу делила в половину и обрабатывала только 1 раз. Это для старта, более чем достаточно хвойным. Малыш Тедди Бир, кипарисовик туполистный, даже не заметил, что были возвратные заморозки. А вот и ель обыкновенная, акракона.
большое ширококоническое дерево, неправильное по форме. Крона, ветви живописно свисают. Хвоя темно-зеленая, немножко колючая. Я удалила шишки, так как ждала новых. Но в этом году мы будем любоваться только большим количеством невероятно красивых молодых приростов. Свисают как гроздья. Очень много, очень часто, в отличие от прошлого года. Красиво, красиво. Если вы все же решили порадовать свои вечно зеленые растения удобрениями, то используйте только особые специальные. Для хвойных калий, магний и сера обязательно должны присутствовать в составе, а азота по минимуму. Перед внесением удобрения обязательно обильно пролейте свои хвойные. У меня почти все растения на капельном поливе, поэтому этот вопрос решен. Кстати, хвойные очень любят и полив по кроне, и особенно дождевание. А весной это очень актуально. Им надо напитаться влагой. Можно, если есть возможность, хоть каждый день дождевать. Только учтите, что делать это надо в вечернее время, чтобы капли воды на солнышке не превратились в линзы и не пожгли хвою. Вообще дождевать хвойные – это мое любимое занятие, как медитация. Это пихта корейская. У нее интересная хвоя, ярко-зеленого цвета, глянцевая, а снизу с двумя продольными серебристыми полосками. У нее очень интересно расположены шишки, вертикально вверх на концах побегов прошлого года. Я вам покажу на маленькой пихте. У меня еще одна есть, как это даже весело выглядит. Морозы перенесла на отлично, совершенно даже не заметила. Лиственница японская Стив Випер. Именно на этом растении в прошлом году я убедилась, как важно обрабатывать от вредителей и особенно от клеща. Первая обработка у меня была сделана рано, в начале апреля, и, видимо, не подействовала. Потому что, когда я дождевала, вот, кстати, плюс дождевания, в середине мая прошлого года именно ее дождевала и заметила, что она вся в каплях переливается. Подойдя поближе, я была шокирована. Она вся была опутана мелкой паутиной и переливалась, капельки в паутине позастревали, и была как новогодняя елка переливалась. Я обратила внимание, что у нее вот эти длинные приросты хвоинки не очень и длинные. Все те признаки клеща, которые я вам рассказывала про гортензию, но не все дырочки на хвоинках мы не увидим. А именно, что хвоя была немножко тусклая. Почему я ее так обильно и стала и поливать, и увлажнять, подумала, остановилась в росте, и удобрения получила, и все. А ее клещ начал кушать. Прошла по саду, у меня и барбарисы мои в паутинном клеще, а днем и не увидишь, только когда дождевание проходит или после дождя, тогда видно. И, в общем, я весь сад с интервалом в 10 дней обрабатывала от паутинного клеща. Распереживалась, конечно, но все обошлось. Обязательно обработайте от клеща свои хвойные и весь сад. Я вообще люблю подушковидные ели, и поэтому Glauca globosa одна из моих любимец. Карликовая ширококоническая колючая ель. К сожалению, она у меня немного подмерзла. Именно молодые приросты пострадали во время весенних повторных заморозков. Но ничего страшного, как я говорила, мы эти засохшие кончики веточек просто удалим позже. Пострадала только часть побегов, и она будет все равно красоткой у нас в этом году. Еще одна моя любимая хвойная композиция у крыльца. И тут растут
две ели канадские коника, мои любимые коники. Вышли из зимы они прекрасно. Я считаю, что они неприхотливые ели, хотя знаю и видела, некоторые на них жалуются, и есть какие-то проблемы. Коники просто любят к себе внимание, не забывайте про правильный выбор места посадки. Полутень они любят. У меня они растут недалеко от рододендронов. Не забывайте про обработки и подкормки. Все, она ответит взаимностью и будет вот такая же пушистая и зелененькая. Будет радовать глаз и создавать неповторимую атмосферу в саду. У меня она была размером с 2 спичечных коробка, а за 3 года выросла 60 сантиметров уже. А это еще один любимчик, кипарисовик Боливар, или бульвар его еще называют. Тоже читала, что не у всех он в саду подружился с хозяевами. Я единственное, что замучилась вырезать ранней весной сухую хвою изнутри кроны. А так никаких проблем. Тамарис цифолия раскинула лапки, как осьминожек, как звезда морская. Смотрите, зелененький, красивый. У меня еще 2 малыша посажено. Уже тоже в рост пошли в другом месте сада. Вторая коника. Я вам когда-нибудь про эту композицию хвойную отдельное видео сделаю. Минджулеп. Кстати, он пострадал, когда снег выпал в конце марта сильный. У него огромная ветка, которая в сторону Blue Arrow выломалась. Я ее подперла огромным камнем там, но она пока не засохла, не знаю. Ее если выломать, это просто четверть куста будет лысая. Посмотрим, может она как-то просто надломленная и осталась расти. Вон оно видно, даже ниже ветка. Кстати, на видео только что попала спирея. Она только перестала цвести. Ровно 3 недели. Вопрос мне задавали, сколько цветет спирея. Сейчас жду, вторая зацветает вангута. Пихта корейская, вторая, маленькая моя, о которой я вам рассказывала. Про ее шишки, которые строго смотрят вверх. Вот это старые шишки, которые у нее прошлогодние или позапрошлогодние. А вот это молодые новые. Смотрите, как картиночка нарисованная. Строго вверх на кончиках веточек. Будут по размеру такие же, как и старые те шишечки. А потом пойдут у нее молодые приросты. Уже на кончиках веток зелененькие шарики. Видно, вон маленькие начали. Такие шишки. Как игрушечные. Как украшенная елочка получается. А это 2 моих маленьких красоточки. Одна и вторая. Елочки кейбаб называется. Ель колючая. Это одна из самых популярных в ландшафтном озеленении и очень распространенный сорт голубой ели, потому что он дешевле по стоимости, чем, например, хупси. Крона у него относительно широкая 3 метра и высота до 10 метров. Единственный минус – она не такая плотная у нее хвоя и совершенно отличается по цвету голубизны, больше как сизая. Но в этом году она у меня дала много приростов. В прошлом году как бы замерла совсем чуть-чуть, а в этом много. Ну и моя любимица в этом году инверса. Ель обыкновенная инверса. Медленно растущее хвойное дерево с плакучей кроной. Все ветви и побеги повислые, вниз смотрят. Это я так снизу просто снимаю, чтобы было видно, как крона у нее расходится.
Нижние ветви красиво лежат по земле. Может вырасти до 10 метров. И может один или несколько стволов иметь. Но у меня есть видео на канале про нее. Вот такие молодые приросты уже повисшие. И, кстати, про эту ель я вам когда рассказывала, я упомянула, что мы... А вон еще один недеформис, и Мия проверку делает. Я упомянула, что мы у этой ели при посадке поломали одну ветвь совсем. Хочу с вами поделиться радостью, что ветка приросла. Мы наложили гипс. Сейчас ближе покажу. Вот эта ветка. И на ней пошли молодые приросты. Это говорит о том, что с ней все хорошо. Вот гипс. Ну или шина, как называется. Изолента, 3 палки. И перемотала ветку 20 примерно сантиметров. Обмотала. И все отлично. Смотрите, молодые приросты. Ветка была отломлена и осталась только кора общая. Вон еще палочки, видно, торчат. Получается, хвойные можно вот так вот реанимировать, если вы случайно обломали веточку. Приростов много, и они будут длиннее чуть позже. Ну и красавица ель колючая Хупси, которая в этом году меня нереально порадовала. Мне подписчица писала, что подождите, вы еще увидите на Хупси розовые шишки, и она у вас будет любимица. Смотрите, какие они красивые. Розовые шишки на голубой ели Хупси. Про Хупси у меня есть отдельное видео. Это самый популярный сорт голубой ели в Европе. Небесно-голубая коническая елочка. Форма кроны у нее немножко неправильно, но когда мы ствол выравниваем и со временем, с возрастом, она становится правильной новогодней елкой. Молодые приросты у нее светлее, потом будут такие же голубые. Хвоинки плотно друг к другу лежат, как причесаны расчесочкой. Если сравнить с киебабом, она, конечно, отличается. Вот такая у нас получилась весенняя хвойная прогулка по моему саду. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. До встречи в новом видео. Будет еще много полезного и интересного.